Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги! Сегодня я хочу поделиться опытом применения имидж-медицины в исцелении болезней и рассказать о том, как имидж-медицина возвращает не только здоровье, но и молодость и красоту. И немного о себе. Я начала практиковать целительство с 1986 года. Обучение впервые приехала в Институт Кундавелла в 2011 году. И теперь я постоянно повышаю свой уровень, свою квалификацию. Мне присвоен имидж-терапевт 3-го уровня с правом преподавания. И сегодня я хочу рассказать о том, как возвращается не только здоровье, но и молодость и красота души с помощью китайской образной медицины. И сигналом о том, что с нашим здоровьем что-то не так, является не только боль. Боль – это уже крик отчаяния нашего тела. Часто до появления болевых ощущений наш внешний вид подсказывает нам, что есть нарушения внутренних органов, которые мы не видим. Взаимосвязь физического здоровья и внешнего вида отрицать вряд ли кто решится. Совершенно очевидно, что если у нас нет проблем здоровья, то кишечник работает как часы, не беспокоит желудок, печень и поджелудочная функционируют исправно. Это отражается на внешности. Кожа ровная, сияющая, волосы густые, блестящие, здоровье, зубы белые, а глаза передают радость, счастье и желание жить. Любые косметические недостатки – это проявление внутренних проблем. И наш организм общается с нами языком внешней красоты. Я занимаюсь имидж-медициной более 10 лет. И все больше возможностей этот удивительный метод диагностики и лечения открывает нам год за годом, месяц за месяцем, от пациента к пациенту. И сейчас я расскажу об одной девушке, которая пришла ко мне и попросила решить проблему асимметрии лица. Один из самых заметных, конечно же, косметических недостатков – это асимметрия лица. В той или иной степени она присуща почти каждому человеку, и мы зачастую не придаем этому значения. Однако, этот, на первый взгляд, косметический дефект обращает на себя внимание. Это говорит о проблемах с костями черепа, позвоночника, таза. Кости черепа являются подвижной системой. Коллагеновые швы, которые соединяют кости черепа, должны сохранять подвижность, но ни в коем случае не затвердевать. В момент рождения ребенка открытые зоны на его черепе, так называемые роднички, позволяют костям сужаться, помогая ребенку проходить через узкие родовые пути. Чтобы кости свободно двигались, в соединяющих их коллагеновых швах должна происходить постоянное энергетическое питание. При энергетических блоках коллагеновая прослойка сохнет, а швы застывают, и уже ничто не может препятствовать их излишнему притяжению или отталкиванию друг от друга. А это негативно воздействует на определенные участки мозга, мышцы, нервы и сосуды. А если вспомнить о такой проблеме, как хроническое сжатие жевательных мышц, приводящий к неправильному положению и костей черепа, то становится очевидна связь костей черепа, мышц лица и наоборот. Все это влияет на состояние позвонков, которые, в свою очередь, приводят к множеству негативных последствий для здоровья. Пережимаются сосуды, ветви тройничного нерва, избыточное давление при смыкании челюсти ведет к более быстрому стиранию зубов, ухудшается их состояние, питание. Начинаются другие подвижки других костей черепа, что со временем приводит к накоплению в черепной структуре различных костных деформаций. Но их небольшой сдвиг или даже напряжение между швами костей отражается и на здоровье, и на внешности. Следовательно, чтобы убрать такой косметический эффект, как асимметрию, необходимо привести кости черепа в правильное физиологическое положение. Итак, снимая спазм костей черепа в местах их соединения, мы решаем проблемы со здоровьем. Устраняем головные боли, мигрени, шум в ушах, спазмирование сосуда, и человеку возвращается не только здоровье, но и красота. Клиентка Татьяна, 56 лет, имя изменено, конечно, обратилась с просьбой помочь исправить очевидную асимметрию лица. Диагностика выявила следующее. Неправильный образ в шейном отделе, особенно 7, 5 и 1 позвонки. Спазм с правой стороны костей черепа с затемнением в области височного шва. Нарушение кровообращения в сонной артерии с правой стороны. Напряжение в области правого крыла клиновидной кости. Неправильный образ нижнего отдела позвоночника на уровне креста.
Со слов пациента, действительно нарушено кровообращение в правой сонной артерии, и она с правой стороны в течение последних 5 лет постоянно слышит свист. Также имеются грыжи в поясничном отделе. На фото мы видим, левая бровь расположена значительно выше правой, правая половина верхней губы спазмирована и существенно поднята относительно левой. Мы наблюдаем на фото явную асимметрию лица, которая привела к тому, что спазмировались кости черепа изначально и работа шейных отделов позвоночника 7, 5 и 1. Я провела с ней 4 сеанса имидж-терапии, работала с костями черепа, освобождая от костных дисфункций, применяла мантру Хуа-Бьен. Также работала с помощью векторной техники или проще убирала неправильные связи спазмированных участков костей черепа. Проделана работа на снятие напряжения в области височного шва, а также клиновидной кости. Самое главное, проведена работа с шейным отделом позвоночника. Шейный отдел и нижний отдел, мантра Бьен, вибрации на позвоночник, убирала затемнение по позвоночному столбу. Нам хорошо известно, что здоровый позвоночник очень сильно зависит от здоровья мочевого пузыря. Поэтому проводилась работа и с каналом мочевого пузыря, и с самим мочевым пузырем, массаж мочевого пузыря, мантра Хуана мочевой пузырь, метод регенерации мочевого пузыря, а также простукивание и убирание холода в области крестца. Конечно, работа велась и с мышцами лица, которые необходимо расслабить, и применились ручные механические техники, но работа с самим лицом как таковым занимала всего 30% времени. Посмотрите результат, который был достигнут за 4 сеанса. Фото до и после. Посмотрите, первое, что мы знаем, со слов пациента, прекратился свист. Достигнута, если посмотреть на фото, значительная коррекция лица. Левая бровь опустилась, правая поднялась, круговая мышца рта приблизилась к своему правильному физиологическому положению. Орбита глаз явно расширилась, изменился овал лица, потому что лицо при черепных правках всегда меняет свою форму под изначально задуманную природой. И что самое важное, посмотрите, в глазах появился блеск, детская непосредственность и радость жизни. И я сейчас хочу рассказать, как имидж-медицина решает проблемы сколиоза и проблемы шейного отдела. Как уже говорилось, проблема опорно-двигательного аппарата влияет на лицо прежде всего через позвоночник и шею, который выступает мостиком для доставки питательных веществ к мозгу и лицу, и также является столбиком, на котором держится голова. То есть лицо – это что-то не отдельное от тела, а продолжение нашего тела. И поэтому работать с одним лицом для красоты и не работать с телом – это бесполезно. Клиентка Елена, 38 лет, попросила исправить сколиоз. Диагностика позвоночного столба. Затемнение 7-3 позвонки шеи на уровне физическом, энергетическом, информационном. Изменение образа в грудном отделе позвоночника. Затруднены также все 3 уровня человека. Изменение образа по позвоночнику в области крестца на всех также 3 уровнях. Затемнение и спазм в области диафрагмы. Вследствие всех этих деформаций позвоночника произошло напряжение и спазмирование отдельных групп мышц, проводящих к сколиозу, перекосу костей таза и плечо-ключичной связки. Проведена работа с позвоночником, шейным отделом, грудной отдел, нижним отделом. Применялась мантра Бьен на затемненные места позвоночника, вибрации на позвоночник, а также стирала негативную информацию, убирала негативные связи. Проводилась каналы с мочевым пузырем, с каналом мочевого пузыря, самим мочевым пузырем, массаж мочевого пузыря, метод регенерации, простукивание, убирание холода в области крестца и грудного отдела. Делала массаж, вибрацию, также мантру Бьен на область солнечного сплетения. И результат, как мы видим, сколиоз с помощью методов медицины мягко, легко исправляется. Таз и правое плечо значительно выровнялись, лопатки стали более симметричные. Ну и хотелось подчеркнуть, что наша молодость и красота зависят от красивой шеи. На фото до и после девушки более 70 лет. Здесь я также провела 2 сеанса. Работала по выше приведенной схеме. Позвоночник, мочевой пузырь, солнечное сплетение, шейный отдел, конечно же, и немного работы с самим лицом. Мы видим, как улучшилась вся статика шеи. Лицо выровнялось, расслабилась, омолодилась. Посмотрите, как значительно человек стал моложе. Если на первом фото лицо плавно переходит в шею, что и подчеркивает старость, тут явно проявилась граница лицо,
челюсть и шея. Сутулась, явно выровнялась, грудь поднялась. Теперь я скажу о клиентке, ей 65 лет. У нее была жалоба на постоянный спазм нижней челюсти. Посмотрите на фото, и с этой девушкой я также работала по выше приведенной схеме. Весь позвоночник, мочевой пузырь, солнечное сплетение, и очень большое время посвятила оздоровлению самого желудка. Так как мы знаем, что канал желудка проходит на лице и занимает границы челюсти. Кроме того, информация бесперерывного беспокойства приводит к сжатию нашей челюсти. И чтобы расслабить челюсть, совсем недостаточно работать только с костями черепа и мышцами. Просто необходима работа с самим желудком и особенно стирание проблем на информационном плане. И результат 4 сеансов. Посмотрите, расслабление челюсти, проявление угла молодости. Я хочу подчеркнуть, что наше лицо не что-то отдельное, а продолжение нашего тела. И чтобы быть молодой и красивой, надо работать со всем телом. Имидж медицины, как видим, прекрасно помогает нам в этом. И хотелось рассказать также еще о интересном, чудесном результате в имидж-медицине, о том, как имидж-медицина работает с информацией, как легко, просто и свободно. Имидж-медицина очень эффективна в решении проблем и красоты, благодаря тому, что работает далеко не только с физическим телом. Основа нашего лечения – это понимание данной нам в Институте Кундавелл модели жизни и уровней, на которых происходит заболевание. Модель жизни – это человек как составляющая 3 аспектов – физика, энергия и информация или душа. И мне на этих фото хотелось подчеркнуть, как работает наша терапия на уровне информации, как легко, экологично, безболезненно, практически незаметно и как красиво наша имидж-медицина может превратить человека в прекрасного, чистого, красивого и светлого. Глаза, говорят в народе, это зеркало души. Вы посмотрите, как меняются глаза после имидж-медицины. На этом фото люди после 2 сеансов. Вот на первом фото мы смотрим молодого человека. Здесь также 2 сеанса. Стирала негативную информацию в области головного мозга. И мы видим на первом фото загнанного, испуганного, агрессивного. На фото после трудно узнать в нем того самого парня. И обратите внимание на уставшие глаза на следующих фото, отсутствие интереса, отсутствие блеска и после имидж-медицины. Абсолютно молодые, полные жизни, желаний и света глаза. Дорогие коллеги, в этом докладе хотела подчеркнуть, как с помощью имидж-терапии мы помогаем людям вернуть не только здоровье, но и красоту, молодость тела и молодость души. Я благодарю вас всех за внимание. Особо я хотела поблагодарить нашего мастера Сюйминтана за ту работу, за все те знания, которые он передает нам. Поблагодарить работников Института Кундавелл за ту помощь, что они организуют для нас, за то обучение, что они нам дают. И благодаря этому мы в состоянии помогать другим людям. Всем оставаться, желаю быть красивыми и здоровыми.